Все чаще как-то на бедронку глаз А тут падает. в бедронке столько всего купили. Заходите всегда в Хоблот, там очень часто скидки. Матка Я кохана. не думал, что это занимает столько места. Мы Это сколько кофейню тут, 50? открываем. Мы теперь живем недалеко от парка. Чупсик вообще в восторге от новой локации нашей. Вам необходима вот эта паста. Потому что можно делать том-ям и самому. Посмотрите на этот ковер из цветов. Сколько стоит аренда, и у нас спрашивали. Бюджет мы себе выставили желательно 3000 со всеми оплатами. Переплатили мы, не переплатили. Мы надеемся, что это последний был наш переезд перед своим жильем. Мы уже практически собирали вещи, чтобы переехать в Познань. Ребята, всем привет! Привет. Мы Обживаемся. обживаемся, и тут первые такие закупы, именно такие, чтобы организовать пространство, продукты. Короче, решили вам это показать. Тут, еще квартиру не покажем, потому что еще хлам всякий Да. хозяйский, он никак не может забрать. Угу. Ну и в целом у нас еще не все расставлено из-за этого. А уже когда все нормально разложим, уже вам покажем, да? Ну, в принципе, мы делали обзор предыдущий. Ну, я не знаю, там сильно нового. Просто как мы это Если место вообще... заняли. Да, если еще Ну. это интересно станет. Мы не скоро это, наверное, выложим. И плюс у нас еще распаковка. Распаковочка. Давай. Начнем с продуктов, по-моему? Или Да, как да, это? продукты. И для себя, у нас был любимый магазин изначально, еще давно, Lidl. Мгм. Потом он так резко стал проигрывать другим магазинам как-то по цене, по акциям. Мгм. Очень сильно. Хотя, он был у нас в доступности, но мы чаще выбирали Бедронку и Kaufland. Но сейчас как-то мы все больше склоняемся к тому, что в Kaufland сильно дороже получается. Мгм. Там, нравятся нам больше всего там овощи, потому что они такие довольно большие, Ну, они красивые, красивые свежие такие, да. и недорогие обычно. Они Но прям когда- вот их хочется купить там овощи. Но когда мы Да. собираем корзину, и в Kaufland меньше сотки почти никогда не отдается, Мгм. то все чаще как-то на бедронку А глаз тут падает. в Бедронке столько всего купили, там 100 с хакем, наверное, 100, вышло. 120. И за курицу. Это, без курицы тут было меньше вообще. Что мы купили 2 упаковки вот этой Тут мега курицы на 47 грудка. злотых. Да. Все остальное на 70. Да, круто, я считаю. 2 килограмма земляков. Это еще дорогие Да. причем. Большие, много разных видов этих яблок. Кстати, скидка тоже была. 2,99 стоили. На скидке были апельсины. Я не помню, то ли 3 Тоже злотых 3. за килограмм. Но. Вот это 10 злотых стоил, это тоже акция какая-то была. Стоил сыра много. 2 сметаны, тоже на скидке. Но на сметану вообще уходит быстро. 2 творога мы едим. Оливки с чесноком. Решили попробовать. Хумус, это стандарт. Цукер-пудр. Это такое, просто закончилось. Яйца. Это для чупсика. У него потек глаз, и я знаю, что можно, типа такое народное средство, можно промывать глазик аккуратно ромашковым чаем. Тостовый. Я вот помню, сколько он стоит. 2,99, да? Или 2,79? Я даже не знаю. Или 2,79, что-то какое-то недорогое, до 3. Дальше И все. курица, и все. И курица. И вот это все с курицей 125 злотых получилось. Вот. Ну и что, теперь дальше? Теперь все остальное Угу. показываю. Это твои желания. Ну, смотрите, В это основном. все. Тут есть организация дома и что-то, то, что я давно хотела. Вот это для организации дома. Там же ничего нет. Сашка уже все достал. Вот нам не хватает для сегрегации смети вот именно вот одного такого маленького на поимника. Ведра. Поэтому мы купили. Вот как раз он идеально подходит. Он вообще недорогой был. 15 злотых. Сейчас проверим, идеально ли. Давай. У нас просто мы так сколхозили тут. Вот это для Сейчас вообще бумаги. био нет. Био Мы нет. выкинули. Есть у нас Да, пластик. принцип вот так. Идеально. Шикарно. Да? Да. Без крышки. Как-то. Крышку только снимем, и это будет био, а вот это будет бумага. Не, наверное, ладно. С уже. этой обудовой. Просто тут держится удобно. Ладно, Можно снимать. посмотрим. Если что. Хорошо. А давай еще одну попробуем. Мы еще для двери кое-что купили этой. Так.
Вот эту штучку мы тоже купили. Я хочу здесь хранить всякое-всякое, что мне надо для... Ну, всякие средства, тряпки, не знаю, пакеты мусорные. О! Господи, пожалуйста, я так дралась за эту штуку. Собака. Ее ниже. Но ее можно ниже. Я специально ее увидела, офигела, что да, именно то, что я искала, потому что вот здесь вот маленькие, тут крючки, и можно повесить на удобную тебе высоту. Ладно, пока будет так, но... На одну думаю, что- позицию да. ниже спустить. Я думаю, что это удобно. Ну, ладно, потом же. Да, тут легко. Но классная штучка. Она, кстати, стоила... Что она стоила? Ну, не дешево, 27 злотых. Да, В Петронке можно за было- пластик, фантастик. 3 килограмма курицы купить. Дальше. Нам не хватает еще одной соломки на стол. Пусть будет. О, смотрите, мы сошли в Хомлу. Это Сашка, кстати, нашел, взял. Уже не я. И там скидки были на всякую посуду. Там, кстати, очень часто... Заходите всегда в Хомлу. Там очень часто скидки. Да. Какие-то праздничные. И вот всего 9 злотых стоил кубок. Я считаю, супер. Капучинистый. Капучинистый, красивый. Мы взяли один, нам хватит. Потом Сашка увидел себе для эспрессо такой стаканчик миленький. Он стоил 15, а сейчас 9. Ну почему? Я сама поразилась. Это тоже... это не Хомла. Это какой-то просто пластиковый магазин. Пластик фантастик. Тедди, наверное, я уже не помню. Или, наверное, Тедди. Это вот мы сейчас живем недалеко от парка, и нам захотелось вот иметь какой-нибудь кубок, чтобы ходить, пить кофе. У нас есть, но у нас термокружка, она очень большая. Ну, там литр почти. Нет смысла с собой брать. Да. Потом, я вообще не знаю, но я просто увидела... Вообще мы Там редко варим яйца. 3-4 злота. Да, но мне показалось, это классно знать, какой желток в яйцах, потому что мы часто, в принципе, варим. Это вот с этим бросаешь, вот тут нарисовано в кастрюльку, и, не знаю, я так понимаю, какого будет цвета, такой будет и желток. Цвет вот этот яйцо. Такс. Это просто надо, такие шпажки красивые. Ну вот это вообще в хозяйстве пригодится для грязных ложек. Ну да, тут хочется иногда куда-то Положить засунуть. я обычно на тарелку все. Черпак, когда готовишь суп, там, размешиваешь что-то. Хочется. Захламляем. Захламляем. Ну, Это и самое, наверное, важное было. Покажи. Откроем, хочу посмотреть. У нас, вы представляете, приборы просто уродские. Мы из Беларуси привезли какие-то у нас там приборы. И постоянно пользовались хозяйствами. А тут мы решили, что мы не можем свои купить, потому что своих у нас только Нет, мы 2 хозяйскими комплекта. не пользовались, Не пользовались? давно уже. У нас просто свои 2 комплекта, то есть на 2 человека. А когда кто-то приходит, приходится колхозить. Что-то выдумывать. А к нам бывает, что приходит. И мы вот в Хомле... В Хомле увидели вот на 4 человечка. Блин, ну красиво. Она же отдельно. Я считаю, что очень красиво. Мне нравится вот эта рифлёность. Увесистая. А рифлёность со всех сторон? Или только с одной стороны рифлёность? Со всех. С двух. О, ну очень красиво, я считаю. Так классно, такой элегантский. И Хомла написано. Не знаю, хорошо это. Сердечко. Ну, вообще-то главное, что можно в посудомойку, правильно? Черные, желтые, ничего этого не хотелось. Хотелось просто обычные, красивые, элегантские. Ну, я не знаю, как сказать. Просто стандартные ложки и вилки. Правильно? Вот. Еще вот эти пакеты с zip открывашками-закрывашками, они очень классные. Они продаются в Экшене. И они стоят то, что там что-то в районе 5 злотых. И тут их очень много. Тут, получается, на 1 литр и на 3 литра. И их тут, я не знаю, даже сколько штук. Не написано нигде. 25 и 25. О, 50 штучек. Ну, это мы берем, когда у меня заканчивается. Ну и вот. Тоже такую классную миску взяли. У нас есть, получается, такой органайзер, но маленький. Может, на 500.
миллилитров? Не, ну, На литр? около литра. Около литра. Ну, пусть будет так. Около литра. А сейчас мы решили практически, чтобы было около 2 большой взять. Потому что там была скидка. Ну, там скидка была небольшая, пару злотых. Но так как нам уже надо было, мы купили. Вот в этом магазине купили. Woolworth, не знаю. Ну, и для горячего подставки. Они тоже копейки какие-то там стоили. Ну, не так дешево, как хотелось. Сколько стоили они? Ну, Ну, вот Action недорого. 8, 10, 12. 8? Ну, Или как 9? будто, может даже 16. Ну, Ага. и вот последнее. А что еще? Ну и это. Соль забыли показать. Смотрите, какая прикольная соль с чесноком и хербс. И травами. И у тебя чуть не упала. И травами зелеными. Каким-то зелью. И просто такие крючки. Просто вон нам не хватает крючка. А, это стоило 9. Ладно. 9? Ну, неплохо. Ну, не так, а что ты говоришь? Их 2 штучки. Да? То есть вообще нормально. Ну и давай вот это. Да. Здесь то, что Сашка заказывает уже 2-й раз. Это мы в Кауфланде подсели на это. И теперь постоянно это едим, заказываем. Просто хлама накидали. Просто хлам мы накидали, посмотрите, нам бумагу и так некуда, блин, выкидывать. О, зато вот это хорошая штучка для переезда. Нам так понадобились. Ой, что это такое? Ну это новиночка. Так, Саша взял бурачки. Я думала, что прикольно. Так а что, это магазин с консервами? С консервами. Я думала, там же много всякого прикольного. Ну ладно. Ну это Короче, прикольно. с журавином и яблоком. Ну, Ну это интересно. Я думала, ты просто взял обычные бурачки. Хорошо, это интересно. они все просто... Так, я думал, какой-то коробкой Да, пришли. скажу, вот эти вот штуки при переезде нам очень помогли. Все, рассказал. Ну, Пошла информация. Короче, здесь таких 6 штук. да. Сейчас одну распакуем. Но они даже положили вот эту подставку от этого. Да они просто хламом накидали. Посмотрите. Уже на носочках стоит. Дай понюхать, дай понюхать. Скажи привет, ребят. Скажи привет. Я уже один остаюсь в этой хате. Уже привык. Мне тут нравится. Я вообще... Мне в парк нравится ходить. Я хожу там. Палочки грызу, с собаками знакомлюсь. Уи. Так. Чупик одобрил. Ну, как вы понимаете, Саша заказал себе 6 штук вот этих мархевок. Они продаются в Кауфланде. Мы один раз решили попробовать, взяли эти слоики и И подсели. потом месяца сколько-то, 2, может. Ну, покупали В каждый раз. Кауфланде по одной, по Ну. 2. Потом я нашел, что есть на Allegro у производителя. Да. Ну и так проще для всех и дешевле. Да. Вот и все. Ты? Ты красавчик. Красавчик. Стесняшка. Мы тут решили еще один рекомендацион вам подкинуть, так сказать. Подкинуть. Ну, в целом, да, я так, ну, не знаю, как Оля, но Мне нравится. тебе и прошлое вроде. Но я чувствую разницу, и вот этот кофе для кофемашины очень прикольно подходит. Тут мало кислоты, минимум, Вот это обозначение. да, и много бади. Много бади. Мне тоже вкусно. Ну, вкус сироп кленовый жасмин. Ну, как обычно, сложно его не сказать. чувствуется. Особенно, когда ты Ну, с молоком кстати, я пьешь. сейчас попробую эспрессо и попробую вытянуть этот вкус, найти его там. Но Сколько стоит? хороший вариант. Мгм. Я брал на скидке на Allegro, потому что так стоит дорого, но это спешлти там Мгм. с хорошими оценками. И Мексика. Я в целом Мексика, ну, редко как производитель кофе. Не помню. Вышло, ну, за 80, но на скидке. Без скидки 100 с чем-то. Поэтому, если будет скидка, стоит того. И я впервые попробовал вот этого обжарщика, Янки. Ну, тоже не ожидал, но хорошо. Потому что
без кофемашины. Мой любимый, наверное, обжарщик был вот этот. Но это больше под пролив. Угу. И в кофемашине, ну, чуть проигрышно выглядит. Это зерно. Но в целом хорошее. Я вот либо у них покупал, но через другой сайт, либо на Allegro Blue Orca. Тоже за свои деньги неплохой свежий кофе. Ну, еще наша рекомендация, как мы уже говорили, вот этот вкусный салатик морхевский. Вообще, морковку по-корейски можно самим делать, я думаю, Да. чтобы не закупать такими объемами. Да не. Где такую приправу возьму? Приправу, Так, да. может, в украинском магазине? Ну, приправу для плова тоже сложно. Вот, кстати, в украинском магазине, наверное, можно. Что-то мы раньше не подумали. Мы столько Ну, раз там для были. плова была приправа, так что для этого тоже, Да. скорее всего. Ну, это Ну, еще это натирать слайсер надо. этот. О, не. Не, просто. Проще купить. Еще с Allegro хотим заказать квас лидский. Квас лидский обязательно. Когда, А то короче, он не закажем, всегда сделаем есть в распаковку. магазинах. Но он уже в Кафнеде все чаще и чаще. Ну, он в не Ашане всегда. все чаще и чаще. Поэтому заказать себе 6-пак И все, и пить на здоровье. и до лета. На лето не хватит. Не, мы его слишком часто Ну, пьем. на пару месяцев, да. Ой, ребят, это все тут надо разложить. Так уже лень, мы всю Еще неделю готовить. раскладывали. Соня. Да. Пока жду Сашку с работы, хочу вам показать, что подсела вот на этот сок, пью его каждый день. Вот именно этот. Советую попробовать. Кто любит тоже томатный сок. Он такой классный, такой насыщенный, такой плотненький и в меру солененький. Как говорится, по лицам. Распаковка в новой квартире. Начали. Резко. Быстренько. Окей. Ну да, быстро, потому что вечер поздний. Поздний вечер. Кое-кто уже обнюхивает. Наш обзорщик посылок. Ребята, ну смотрите, как мы сейчас, на сегодняшний момент мы выглядим. Все распихано, только в этом углу у нас, тут мой швейный уголок. Пока некуда его спрятать, там машинка, все швейное мы в коробку отправили. Это из гаража коробка. Ну, выкидывать ее жалко, тут там много чего важного. И это все пойдет на балкон, пока на балконе стоят вещи, которые должен забрать хозяин этой квартиры. Это посылка одежды. Ее надо распаковать, но мы ее не будем распаковывать на видео. Это вообще просто одежда. А вот это мы будем распаковывать. Это посылки такие для дома, всякая фигня заказали. Ну, короче, надо же чем-то запихивать свободные шкафы, не? Ну, тут еще есть пентри свои. Хотя мы с Сашей обещали друг другу, знаете что? Когда мы перекладывали все эти вещи, жесть, я хочу даже смотреть. Когда мы перекладывали все эти вещи, мы сказали, все, больше ничего покупать не будем, потому что мы так заманались все это раскладывать. Покажи. Матка кохана. Я не думал, что это занимает столько места. Жесть. А подожди, а вот это что? Это для это бесплатной рекламу. доставки. Ну, пакетики хорошие. Посмотрите. Это Мы сколько кофейню тут? 50? открываем. Мы хотели заказать пару стаканчиков. Это пару стаканчиков, Саш? Кофе пить с собой, там, на прогулку, на работу там ехать с капучинкой. Угощать людей, которые Не, к ну нам будут надо приходить. открывать точку. Мы думали, ну, люди к нам будут приходить, а мы им с собой кофеечек будем давать. Но мы хотели для пробы заказать пару штучек. Но Сашка психанул. Не, ну А сколько такими здесь, 100? продаются объем 50 или 100. Это 50, а выглядит должно как быть. 100. Ну, почему? А крышек почему 2 раза больше? Не больше. Матка 50 боска. должно Что быть. написано? А, нет, 100 штук. Песос. А вот И тут? этих 100 тоже. Реально? Нет, этих, наверное, меньше. Слушай, сколько ты? 50, ты 100 штук заказал. Ну, Но это значит, надолго. так. Ну, чтобы бесплатная доставка Блин, ну посмотрите, была. какие они красивые. Enjoy the Ну, day. по Я завтра крайней возьму на мере, работу. красиво. И он большой, это 350 миллилитров. Ой, или 300. сколько? 300 миллилитров. Ну, Ёптель-моптель. это надолго. Ну, мы ж найдем, где спрятаться. Найдем, И где будет спрятаться. пару штук таких дежурных. Мы найдем, где спрятать. Это факт. Ладно, давай дальше. Блин, ну это смешно, конечно. Психанул Сашулька. Давай дальше.
Это стандартная распаковка, мы это показываем постоянно. Это и на пару месяцев Это запас. нам, да, у нас как раз закончилось. Это два наших любимых кимчишки Давида. Мы сначала любили вот эту, фанатели, постоянно заказывали. А потом Сашка на пробу купил вот этот том-ям. И все, и мы подсели. Единственное, что мы придумали для сбалансированного вкуса, не слишком острого. Тут не очень остро. Я могу всю пачку приправы добавить. И сюда классно добавить пару ломтиков сыра плавленого. А сюда кокосовое молоко и вообще топ. А кокосовое молоко ты не заказывал? Оно в следующий будет. Ну это Оно еще позже. потом распаковка. Не успела дойти. Еще будут распаковки. Ну и последнюю. Это профессиональная распаковка. Моя личная. Ой, я не знаю, рассказывала или нет, я страдаю от боли в спине. Особенно, когда работаю на хирургии. Вот. И, короче, я купила себе... Раскрой. Такой корсет, поддерживающий твою спину. Как бы, я не знаю, я пытаюсь там заниматься, но, наверное, надо идти уже нормально заниматься. Не дома. Я, конечно, когда дома занимаюсь, то мне более-менее нормально, но, не знаю, много кто ходит с тренером или просто на силовню ходят сами. Ну, короче, мне, наверное, тоже надо. Но, знаете, вот это надо, и так я до сих пор никогда не пошла. Поэтому купила себе корсет. Вот. Выглядит это очень странно. А он точно поддерживает? держит? А что нет? Ну, я не хотела такой, знаешь. Прям стальной. Он реально все пластик. А это хирург. Пошли работать. Сейчас посмотрим. Как да. он. Попробую. У меня как раз скоро хирургия. Каждую неделю хирургия. Попробуй. И как раз я хотела, чтобы он такой был маленький, и не видно было под формой. Униформой. Ну, такая распаковка. Thank you, что были с нами. Увидимся. Ну и все, мы теперь живем недалеко от парка. Правда, нас бесит переход дороги сюда. Минут 5 надо, чтобы дойти до входа. Ну ладно. Зато ходим гулять. Ну да, а переходить надо далеко. Чупсик вообще в восторге от новой локации нашей, я думаю. Гуляет. Каждый день практически мы ходим в этот парк. Вообще классно. Смотрите, куфа. Старый дуб или кто? Дуб вообще, мы что-то как-то застряли возле этого дуба и рассматриваем такие памятник ветви у него, природы. конечно. Он, может, несколько войн видел. Я думаю, что это прям веками, да? Такой красивый, вообще деревья красивые. Так интересно рассматривать деревья. Что там, палочка? Палочка. Он этими палочками уже, я не знаю. Столько этих палочек. Бесконечное количество. И каждый раз ему надо новая палочка. Тут есть такая площадка, вон там дальше, где пускают собак, как бы без смыча. И они между собой играют. Но я просто вам зуб даю, свой передний, что я знаю, что наш Чупик может сбежать. К сожалению, для него. А так бы мог побегать с коллегами, нет? Да. Нас спросили сегодня, можете отпустить, чтобы побегали наши собаки? Говорю, могу, но он потом утечет. Он потом сбежит, и я его потом не догоню. Ну, я просто... У нас уже был неприятный опыт, и не один раз. Когда он сбегал, он, конечно, возвращался, а если не вернется? Ну, такое. Есть чем рисковать, нет? Да. Мне не хочется. Слишком он сличный, чтобы рисковать этой собакой. Нет? Пришла еще одна интересная посылка. И, возможно, мало кто знает, возможно, никто не знает, потому что я не знал. Но когда я столкнулся с проблемой, узнал. О чем речь? Речь вот Икея, и тут крепеж всякий. Получается, что мы при переезде профукали крепеж к креслу икеевскому. Болтики и такой ключик. Я не знаю, скорее всего, где-то долежит. Но ну, я не знаю, где он. Поскольку мы до сих пор не нашли. Первые 2 дня мы его не нашли, я уже думаю так, как мне сидеть? Буду на кухонном стуле работать? И либо ехать куда-то покупать. И нашел, что Икея без проблем высылает запасные части. Это бесплатно, как болтиков. оказалось. Да, вообще. полностью бесплатно, и за неделю пришло. Ну, я не знаю, вы знали о таком? Там артикулы,
товаров. И вот. Товаров в смысле кресла твоего. Не. Артикула чего? Я нашел в инструкции, какие номера болтиков. А. В смысле, ты Оставил нашел? заявку и всё. А это, наверное, просто Очень- быстро в гугле, да, вбил? Да, Или как? это очень легко. Да. Ну, капец. А, смотри, даже ключик дали. Сашка. Ну, ключик Вообще я попросил. круто. И бесплатно. Мало того, что в Бесплатно, Икее можно за неделю. возвращать все, что ты купил, там типа гарантия куча лет. Да. Мы даже что-то возвращали, я не помню. Мы какую-то купили фигню. наволочку не А, по ну. размеру. Ну, мы ее даже не использовали, просто занесли, отдали, купили в тот же день новую. А, ну да, наволочку. Я думаю, что-то из тоже такого, из большого мебели. не- Нет? Ну, что прикольно. А, ну... Они тебе положили лишнее? я Что-то с много. запасом взял. А. Ну, повезло, что тут были какие-то болтики от кронштейнов. М. Короче, А, ну, получилось заменить. сколхозить, икеевские. как ты говоришь. Да. Ну, сейчас соберем все как должно быть. Угу. Ну, классный сервис. Ну, Икея всегда, по-моему, славится сервисом, возвратами. Короче, если... долговечностью. Ну, вдруг вы не знали. Ну, я думаю, что про гарантию все знали. Могу там А вот ссылку про где-то болтики, что поставить. можно заказать, вот этого я не знала. Ну, это круто. Ой, ёптель. Я хотела показать, что жируйку подсела, я уже не знаю, которую неделю жируйку. Хожу в бедронку и покупаю вот эти желейки. Они такие классные, вот с белым пусиком. И внутри такая начинка. Типа джемика. Ой, такие вкусные вообще. Это мой наркотик. Я на них поправилась на 4 кг, мне кажется, может больше. Я тут сижу за барной стойкой и жду, пока Сашка начнет готовить нам вот этот суп. Я хочу показать, как мы делаем в домашних условиях вот эти вот корейские супы. И хочу вам сказать, что мы уже для себя, ну, наверное, на высоком уровне придумали как, что. Мы уже столько лет едим эти корейские супы. Еще в Беларуси жили, помнишь? Сашок, заказывали постоянно. Какие-то мама мы заказывали на Озоне. Уже тогда начинался уже доставка Озона в Беларусь. И мы там заказывали. Ну, короче, неважно. И сейчас мы уже для себя мы уже знаем, какие надо приправы, сколько этой приправы нужно добавить, знаем, сколько воды, сколько соли, грубо говоря. Ну, короче, всякие вот эти добавки. Мы сейчас все покажем, что мы используем. Правильно говорю? Ну, мы сегодня будем экспериментально делать. Ну, там только один экспериментальный продукт. Ну, да. Так, Но так-то не самый экспериментальный. важный. Но мы сейчас потели на вот этот тумьям. Получается, что Сашулька заказал вот такое сухое, видно вам или нет, кокосовое молоко. Оно такое вкусное. Оно так вкусно пахнет. Заказала вот специально для того, чтобы мы делали вот эти супчики том-ям. Но оно так вкуснее, конечно. Но мы никогда не пробовали именно с сухим молоком. Ну, просто, когда покупаешь большую упаковку, да, Сашка? Ну, Такого литровая, обычно. пол-литровая. Оно потом портится. Мы не едим эти супы каждый день. Мы их едим, может, раз в 2 недели. Вот. А это, оно как бы сухое, что с ним станет, правильно? Короче, я тут сижу и крутая, и жду, пока Сашка приготовит нам эти супы. Буду включаться и вам это показывать все, что Сашка готовит. Обычно он, кстати, эти супы готовит. И, кстати, рис для суши, если мы готовим суши, то рис для суши тоже Саша готовит. Я даже не знаю, как его готовить. У него там свои пропорции. Ну, рассказывай, что, Шурика. А есть что рассказывать. Да. Покажем, как мы это делаем. Вообще, есть еще... Я думаю, сейчас все любят вот эти супчики. Но Саша, например, любит более острый. А я люблю практически, чтобы был не острый. Vegetables Это обязательно. Добавляем. Остальное по желанию. Давай. Ну, твоя право, лево. Пока Вот это твоя. одинаково всё. Ну, неважно, короче. Если вот это твоя, то ты... Ну, это О, а вот твоя, это что? Это паста, наверное, Ну, том-ям? давай сразу добавим. Паста том-ям надо. Без нее, ну, это основа. Она острая? Тут мало. Ну. Острая, наверное, вот в этой будет. Вот это я ненавижу, когда очень остро.
Я добавлю себе чуть-чуть, ну, я по вкусу. Фу. Выглядит, конечно, как нефть какая-то. Скажи. Ну, в среднее. Так. Я их уже доедаю. Пока сижу, жду Сашка. Уже доедаю свои эти вкусные желейки. Блин, надеюсь, она не острая. Я уже забыла, она острая или нет. Что-то из них острое. Адекватно. Так, а теперь кипяток. Ну, Сашка, короче, тебе еще кипятка добавляет. Там написано где-то 500 до 600. Их, по-моему, варить лучше. По крайней мере, кимча точно лучше варить. Но мы открыли новый способ. Кипятком и 3 минуты. То же самое. Мы в эти 3 минуты Пахнет в... среднего остро. Как это называется? Микроволновка. Микроволновки. Я тебе насыплю сразу. Дай мне чуть-чуть. понюхать. Ну, часть. Ну, часть, немного. Прямо чуть-чуть. Ну, пока старше, а я сама себе потом дофигачу, сколько мне надо. Ну и, собственно говоря, мы уже уселись есть. У нас вот это кокосовое молоко, наши супчики. Самое главное, ребят, если вы фанаты всяких тайских супов и дома любите делать, вам необходима вот эта паста. Потому что можно делать том-ям и самому вот с этой пастой. Можно было купить просто купить креветки. такие макароны, Да. добавить. Было бы И очень похоже. кокосовое молоко. И Сашка еще заказал такую лемонграссную пасту. Мы тоже ее сюда добавим, она будет вкусно. Короче, вот такие апгрейды мы делаем, и получается очень вкусно. Конечно, это не так вкусно, как в заведении. Ну, в заведении, конечно, том-ям более насыщенный, там и креветки, и бульон классный. А это просто вот домашний апгрейд. Но мы иногда делаем такой с Да. грибами, Мгм. с черри, помидорами, креветками, Креветки, да. курицей тоже. Да. Ну, вкусно. с Но рисом если- Можно с макаронами. Ну, другими. когда мы идем в раменовню, это не сравнится. В раменовне, конечно, это вкуснее. Гуляя в парке, еще заодно расскажем, что мы вот сюда ходили когда-то в эту затоку в бассейн. Там очень прикольно. Там такой огромный большой бассейн. Ну, там два. И там, Один получается, спортивный, олимпийский, Мгм. глубокий. А второй там регулируется Во. дно. Это, кстати, одна Ты, из блин, фишек. Прямо вот только я хотела сказать, расскажи про эту фишку, что там регулируется дно. Мы там даже видели, как дайверы тренировались. Да, там на 5 помнишь? метров Да. опускается. Там от буквально вот такого Мгм. до 5 метров регулируется. Там вообще жестко прям. Ну, это классно. Вообще парк оказался очень классный. Сейчас очень много людей. Потому что вы сами видите, одна из достопримечательностей этого парка — вот эти фиолетовые цветочки. Я не знаю, как они называются, но во всех пабликах польских, лодзинских я постоянно натыкаюсь на эту новость, что бегом смотрите, потому что они не очень долго цветут, эти цветы, может, буквально пару недель. Такие красивые фиолетовые, все фоткаются. Мы тоже наделали фоток. Чуть счастлив, но не совсем, потому что я ему не даю бегать там, где цветы, чтобы он не топтался. Но он шикарно, роскошно гуляет просто по зеленой травке. Просто хочу вам это показать, чтобы вы понимали, почему все пришли сюда фоткаться. Смотрите, как красиво вообще. Еще вам хочу показать, тут очень красивое есть дерево. Там еще Оно эти историческое. всякие Ой, тусуются что пчелы, осы. он делает? Урейте на это. Нельзя ему по цветам И топтаться, я не пахнет таким разрешаю. нектаром от Да. цветов. Угу. Офигенски. Насколько красиво, вот они. Красота. Ой. Я, конечно, не сомневаюсь, что тот, кто живет в Лодзи, был не раз в этом великолепнейшем, красивом парке. Тут вот еще такое здание, тоже такое историческое, красивое. И вот так. Посмотрите, сколько людей гуляет. Просто все пришли. Кстати, сегодня Пасха католическая. Но людей, несмотря ни на что, достаточно много. Посмотрите на этот ковер из цветов. Роскошь.
И еще одна интересная тема. Я думаю, ну, большинству интересно, особенно если кто-то не из Лоди, может, думал, сколько стоит аренда, и у нас спрашивали. Ну, вообще сложно, потому что мы искали долго. Ну, не так долго, как могли бы, но в целом бюджет мы себе выставили желательно 3000 со всеми оплатами. Ну, типа паркинг, там, вода, газ, не знаю, вот это все, оплаты, электричество. И очень мало таких вариантов все-таки. И чтобы еще удобно было доезжать до работы. Ну да, либо в пешей доступности от работы, либо трамвай, потому что автобусы все-таки из разных локаций, они по-разному. Бывают проблемы, сколько раз было такое, что не приезжал вовремя. Ну, может, конкретный маршрут такой. Ну, короче, было идеально было бы пешая доступность, либо трамвай. В итоге, ну, не знаю, такой шорт-лист сформировался из 2-3 вариантов. И наш фаворит в итоге нам и достался. Нам повезло. Ну да, но через агентство. Это уже не было в нашем виш-листе, как ты сказал. Ну, да, как сложилось. Да. Ну, в общем-то, неважно, ближе к цене. Месячная сумма у нас со всеми оплатами, ну, как залички, потому что если будет перерасчет, мы, может, доплатим или, наоборот, вернется, но месяц у нас 350 выходит со всеми делами. Плюс интернет мы сами оплачиваем, то есть там еще 70 злотых. Но это уже... Ну, это с парковочным местом, да, со всеми коммуналками. Отдельно мы платим за интернет. Но это еще плюс, это всего лишь одна комната, квартира. Ну, 47 метров. Да, 47 метров. Балкон, гараж, подземное место. Да. Конечно, если метражи больше, то и, соответственно, цена больше. Я даже думаю, в этом доме у этого хозяина тоже есть квартиры, нам сказали. Я думаю, что от размера квартиры, ну, это логично, зависит и цена. Но у нас так. Да, просто снимали мы за 2700. Ну, изначально мы на первый год снимали за 2500. Потом нам подняли. И плюс мы еще в конце даже перерасчет был. Заплатили за коммуналку, потому что за отопление была аномальная эта зима. И там всем пересчитали за отопление. Мы еще 500 злотых доплатили. Ну, там был гараж, там было чуть меньше метров, и дом на 5 лет старше. Ну, и ремонт похуже. И локация похуже, поэтому мы и переехали. Но доплата почти 500 злотых получилась. Ну вот плюс-минус, я не знаю, как в других городах, там, например, в Кракове, в Варшаве, это понятно, там 100% дороже. 4000 примерно, наверное. Ну тут вот где-то, я думаю, однокомнатная квартира от 3 начинается. Ну, 3500, если чуть выше стандарт, новее, новостройка. Но у нас не какой-то там супер свежий ремонт. Ну уже да, его... Ну, хотелось бы, наверное, частично обновить. Ну, еще мы надеемся, что это последний был наш переезд перед своим жильем. Надеемся, что так и будет, потому что нам этот переезд дался тяжковато. Так все было сложно это собирать, раскладывать. Раскладывать сложнее, конечно, было. Но еще важно из-за того, что мы через агентство, их комиссия — это как бы месячный чинш. Ну, именно, ну, не весь, а у нас это 2000 где-то, и плюс 23% ват сверху. То есть мы отдали 2400 за сами услуги агентства еще. Ну, если разбить на год, то это еще 200 злотых в месяц. Плюс мы покупали страховку наемцы. Ну, я нашел 82 злотых, поэтому, типа, ладно, 6 злотых в месяц. Не страшно. Но из плюсов через это агентство у этого хозяина нам не пришлось делать умову найму казианального. То есть никого не просить, никакие там подключать услуги. Просто обычно, даже без нотариуса, я так понимаю. Ну, как-то все через агентство, поэтому они там сами... Ну, они сами, наверное, какой-то договор такой. Да, там все согласовано, потому что на прошлом месяце мы напрямую с хозяевами. Да. И они просили запасной адрес предоставить, и сами там у нотариуса вроде все это делали. Да. Поэтому в целом интересно, переплатили мы, не переплатили, по вашему мнению? Если вы снимаете в других городах, то за сколько? Переехали ли бы в Лодзь, если бы пришлось экономить? Если это дешевле, потому что, ну, понятно, в сравнении с большими популярными городами тут дешевле.
Но если жить в каком-то небольшом городе, то тоже там будет дешевле. И еще, наверное, надо сказать, мы в одном из видео заикались, что мы переедем, и мы действительно думали, что мы переедем в город Познань. Но у нас уже все максимально было на Мальдивы. собрано. Я уже Да. изучал районы, Да. какие оседли рассматривать. Мы уже практически собирали вещи, чтобы переехать в Познань, но тут кое-что такое произошло, что все поменялось. Ну, мы сильно передумали. Мы сильно свои передумали, планы. да. Не хотим откладывать свои планы на 1,5-2 года из-за Мы все переезда. пересчитали, пересмотрели, поэтому как это, на 180 градусов? Потому что 360 это в ту же Да. точку. Получается, в 360 мы вернулись в ту же точку. Все повернулось, ну вот так вот развернулось, и мы остались на месте и просто решили поменять место жительства именно в этом городе, но другую квартиру. Но мы действительно, мы уже собирались, мы уже думали, что мы будем рассказывать, как классно жить в Познане. Ну, да, ездить в Германию. на Ездить в выходные. Германию на выходные. ладно. Планы у нас были такие, но все вот так поменялось. Ну и в следующих видео мы уже, конечно же, расскажем, что там поменялось у нас. Ну это все будет в следующем видео, постепенно, да? Пока еще М, такие мелочи только Да. есть. Пока не о чем таком вот глобальном рассказать. Ну и спасибо, что были с нами. Да, оставайтесь, Оставайтесь, если не подписывайтесь. подписаны. Может, еще все изменится, мы все-таки переедем поздно. Кто его знает? Мы Но такие... пока мы... Мы на месте не сидим, мы не сидунчики. Спасибо, ставьте лайки, подписки, комментарии. Пока-пока. Пока.